Друзья, сегодня у нас новый выпуск в нашей регулярной рубрике «История еды». Есть такой вечный спор, какое блюдо у нас самое национальное. Обычно называют гречневую кашу, щи, блины, котлеты, пельмени, борщ. И все это в той или иной степени правда. Но, например, за границей большая часть из этого списка проходит по разряду экзотики. В Буэнос-Айресе или Гонконге щей вам, если и нальют, то только в каких-то суперспециализированных местах. Но есть одно чисто русское блюдо, которое подают по всему миру. И это, конечно же, бефстроганов. Про достоинство бефстроганова можно рассказывать долго. Блюдо понятное, сытное, простое, но при этом не лишенное изящества. Бефстроганов был и в меню роскошных дореволюционных ресторанов, и в меню советских столовых. Бефстроганов может приготовить даже ваша бабушка, и она наверняка много раз это делала. И главное, бефстроганов — это дико вкусно. Все, кто смотрит это видео, наверняка уже представили себе тарелку бефстроганова во всех подробностях. В общем, понятно, что по планете он распространился не просто так. К самому бефстроганову нет никаких вопросов. А вот с его происхождением ясно не все. Как его изобрели? Какой из множества рецептов считать каноническим и самым правильным? Бёв на французском означает говядину. Но какой именно из строгановых имеется в виду? Их в истории России было довольно много. Строгановы – один из самых известных родов России. Купцы, промышленники, государственные деятели, бароны, графы, землевладельцы, меценаты и миллионеры. Забавно, что их происхождение косвенно связано с едой и кулинарией. Их родоначальником считается Аника Строганов, который еще при Иване Грозном начал добывать соль в Уральском Сольвычегодске. Соль в те времена очень ценилась, и Аника быстро поднялся. Сыну его Грозный подарил огромные неосвоенные территории на Урале. Собственно, Строгановы и занялись их освоением, причем действовали как такая независимая корпорация, практически Ост-Индская компания. Они строили собственные города и крепости и даже имели что-то вроде частной армии для обороны от местных племен. Собственно говоря, поход Ермака, который в итоге привел к покорению Сибири, был частной инициативой Строгановых, или, как сейчас бы сказали, их ЧВК. Потомки Аники Строганова поучаствовали в большинстве ключевых событий русской истории. Они сражались с ханом Кучумом, в смутное время они присягали Лжедмитрию. Во время Северной войны спонсировали армию и вкладывались в оборонные заводы. Соляной промысел постоянно рос. К 1700 году Строгановым принадлежали гигантские земли в Прикамье, больше 10 миллионов гектаров. Масштаб их влияния и богатства можно себе представить по одному факту. Есть такой стиль архитектуры петровских времен. Называется он «Строгановская барокко». Петр Великий за финансовую помощь в борьбе со шведами сделал Строгановых баронами, а во времена Екатерины II один из Строгановых получил графский титул от императора Священной Римской империи, а потом получил тот же титул в России. Министры, генералы, дипломаты Строгановы умели добиваться успеха в любой области. Интересы у них были самые разнообразные, от коллекционирования искусства до лесоводства, или, как мы видим, до изобретения культовых блюд. Исследователи предполагают, что Бефстроганов назван в честь Александра Григорьевича Строганова. Это был человек государственно мысливший, основательный, крупный сановник. Он пережил нескольких императоров. Родился при Екатерине II, провел отрочество при Павле I, был флигель-адъютантом Александра I, в гору пошел при Николае I, а в отставку вышел при Александре II, а умер в самом конце правления Александра III. Невероятно длинная жизнь. Строганов младенцем застал эпоху камзолов и париков. В молодости воевал с Наполеоном, а дожил до поездов-экспрессов, городского телефона и электрического освещения. Он успел побыть и малороссийским генерал-губернатором, и министром МВД, и членом Госсовета. Среди прочего, Александр Григорьевич переписывался с Гёте, обсуждал с ним минералогию. А вот Пушкина сильно не любил. Однажды в Одессе, где Строганов жил после выхода в отставку, к нему пришли за пожертвованием на памятник Пушкину. Денег он не только не дал, но и невероятно возмутился, заявив: «Ему-то памятник, я кинжальщикам памятников не ставлю». Кинжальщик здесь обозначает террориста. Это граф припомнил покойному Пушкину одну историю, которую все остальные давно забыли. Лет в 20 Пушкин прославился эпатажными выходками на почве политики. По легенде, он однажды пришел в театр с портретом убийцы французского принца. Причем на портрете было написано «Урок царям». Потом эти юношеские увлечения у поэта прошли, но Строганов все помнил, мнение не поменял.
Могла быть и другая причина для вражды. Сводная сестра Александра Григорьевича, женщина с потрясающим именем и далее политика, Пушкина за что-то страшно ненавидела. Именно она, как считается, распустила роковой слух о том, что Дантес наставил поэту рога. Но если не считать необъяснимой неприязни к Пушкину, Александр Григорьевич был человек довольно приятный, покровитель искусств, меценат и благотворитель. Он держал в Одессе так называемый «открытый стол». Это значило, что человек одного с графом круга мог зайти к нему пообедать, без приглашения, просто с улицы. Открытый стол – старая традиция русского дворянства. В общем-то, это благотворительность, но более тактично оформленная. Никакого подаяния, ты как бы заглянул к своему другу Строганову перекусить. Богатым дворянам и крупным чиновникам было по статусу положено держать открытый стол, за который мог сесть любой дворянин, приехавший из провинции по делам или по службе. Это было очень кстати. Многие дворяне и офицеры были столь бедны, и пока ждали решения своих дел в столицах, могли остаться вообще без денег. Открытый стол значительно облегчал им жизнь. Можно было составить график обедов и переходить из дома в дом, не тратясь на еду и не теряя при этом лица. Известный историк кухни Вильям Похлебкин считал, что именно для таких открытых столов и был придуман бефстроганов. Стол у Строганова ежедневно накрывался человек на 60, и тут было не до разносолов. С другой стороны, кормили все-таки дворян, то есть репа как бы не подходила. Можно предположить, что Строганов дал своим поварам задачу придумать что-то вкусное, простое, но не примитивное, желательно во французском духе. Бефстроганов в этом случае был идеальным решением, потому что сильно упрощал логистику. Вероятно, блюдо быстро стало популярным в Одессе, откуда благодаря громкому имени Строгановых попало в другие крупные города Российской империи. А оно тут же начало обрастать мифами. Например, говорили, что бефстроганов для уже довольно пожилого графа придумал его французский повар. Якобы мясо граф очень любил, но вот зубов у него уже не было, отсюда нарезка на тонкие полоски. На самом деле это маловероятно, в момент изобретения блюда графу должно было быть лет 65, и дряхлым стариком его назвать нельзя. Есть и более экзотические сюжеты. Там дело происходит, например, в Сибири, а мясо настолько замерзает, что его невозможно нарезать, только мелко покрошить. Александра Григорьевича в этих историях иногда заменяют на другого графа Строганова, Павла Александровича. И это, кстати, тоже был очень интересный человек, который лично наблюдал в Париже Великую Французскую революцию и даже успел вступить в знаменитый Якобинский клуб. Все это байки и предположения разной степени достоверности. Но есть факт. В 1871 году рецепт говядины по-строгановски с горчицею появляется в кулинарной книге Елены Малаховец «Подарок молодым хозяйкам». Книга была невероятным бестселлером. Только до 1917 года она выдержала 30 переизданий, а общий тираж доходил до сотен тысяч копий. После этого бефстроганов начали готовить по всей России. Какой рецепт самый правильный? Основные споры идут вокруг соуса. Например, Малаховец предлагает делать его из сметаны с горчицей, с бульоном. Но тут надо понимать, что рецепт почти сразу начал эволюционировать и видоизменяться. Есть, например, версия 1909 года из книги Пелагеи Александровой-Игнатьевой «Практические основы кулинарного искусства». Там добавлены лук и томатная паста. В другом варианте, тоже 1909-го, фигурируют шампиньоны. Есть рецепт примерно тех же лет, в котором сметанный соус заменен на соус на основе белого вина, а в качестве гарнира предлагается картофель Пушкин, что Строганову наверняка не понравилось бы. К концу XIX века легендарное блюдо попало за границу. Французы любят рассказывать, что это произошло после того, как Сергей, последний из Строгановых, сообщил рецепт родового блюда шеф-повару знаменитого парижского ресторана «Максим». Ресторан исторический, богемный и за 1,5 века своего существования видел многое и многих. В начале века тут собиралась парижская богема. Во время Второй мировой немецкие офицеры оккупационных войск, а в 60-е его облюбовали кинозвезды. Сергей Строганов здесь наверняка бывал, что до революции, что после. Бефстроганов подавали в «Максиме» с момента открытия, и легенду о графе Сергее пересказывали с удовольствием.
Но тут есть одна проблема. Максим открылся в 1893, а случаи приготовления бефстроганова во Франции зафиксированы уже в 1888. А в 1891 французский шеф, работавший в Петербурге, подал собственный вариант бефстроганова на конкурс влиятельного кулинарного журнала. К 1938-му гастрономическая энциклопедия «Ларус» приводит сразу несколько вариантов, причем горчичный и томатный считаются экзотическими. В Англии первая кулинарная книга, где был рецепт бефстроганова, вышла чуть раньше, в 1932 году. К 1970-м бефстроганов по какой-то причине стал у англичан хитом. В соус они добавляли, кроме горчицы, еще бренди и паприку. Белая эмиграция принесла бефстроганов во все части света. Друзья, здравствуйте! Очень быстрое объявление. Новый номер журнала «Чтиво». В этом номере мы поговорим про потребление. Вообще, как так вышло, что цена на товар стала зависеть не от того, насколько этот товар нам полезен, а от того, как он меняет якобы статус владельца. Мы расскажем о том, как вообще менялась торговля от обмена соболиных шкурок на воск до маркетплейсов. Расскажем о главных торговых династиях в России и за рубежом. Мы расскажем о том, как государства вели друг с другом торговые войны и ведут до сих пор. Зачем вообще, что в результате этих войн получается. Расскажем о том, сколько на нас зарабатывают торговцы люксом и сколько зарабатывают торговцы всякими фейковыми вещами. Кроме этого, и самое главное, герой нашей обложки Сереж Бурунов дал супер откровенное интервью. Мне так вышло, что мы раз в 4 года так получается, что мы с ним встречаемся и беседуем. Вот очередное очень хорошее интервью. Дорогие друзья, номер уже доступен по ссылке в описании. Ссылку оставляю внизу. Больше не отвлекаю вас от выпуска. Пока. Например, вскоре после революции рецепт через Маньчжурию попал в Китай. В Японии бефстроганов подают с рисом и соевым соусом. В Бразилии с грибами и кетчупом, а говядину иногда заменяют на курицу или креветок. Американский вариант по какой-то абсолютно необъяснимой причине подается с тонкой яичной лапшой. В Швеции есть корвстроганов с местной колбасой фалукорв и рисом. Изначально это был бюджетный рецепт для школьных столовых. В 2022 году корвстроганов занял в опросах 5-е место среди самых популярных блюд страны. Но Афины свою разновидность сосисочного строганова сочетают с маринованными огурцами. В Советском Союзе бефстроганов сохранился и даже попал в первую официальную поваренную книгу нового строя – книгу о вкусной и здоровой пище. Попадался он и в столовых, и, в общем-то, окончательно превратился в народное блюдо, что особенно забавно, если знать историю рода Строгановых. 300 лет промышленности, войны и дипломатии, грандиозные дворцы и коллекции искусства, кстати, подаренные потом государству. А в народной памяти главным остался рецепт говядины со сметанным соусом. И это, наверное, не худший вариант.